Всем чао! Седьмой выпуск канала «Погоня за стадио» будет сильно отличаться от всех предыдущих выпусков, как минимум потому, что я буду рассказывать про город, в котором живу. И начинается он сразу с футбола, с похода на футбол. Матч серии Ч. Мессина Казертано. Поехали! Стадион Сан-Филиппо Франко Споли был открыт в 2004 году товарищеским матчем Мессины против туринского Ювентуса. Бьянконери выиграли со счетом 1-0, а здесь был полный солд-аут. 38 722 зрителя. Если говорить про стадион в горах, то, конечно, самый яркий пример у португальской Браги. Но и здесь, на самом деле, вид прекрасный. Вообще, арена Сан-Филиппо была открыта на замену, скажем так, более традиционному стадиону Джованни Челесто. Стадион Джованни Челесто был открыт в 1932 году и принимал домашние матчи Мессины до 2004. Вообще, он делал аж 33 матча серии А. Ну а лучший результат Мессины в серии А был в 2004-2005 годах в сезоне. Мессина заняла 7-е место. Она обыграла здесь со счетом 4-3 Рому. За Рому, кстати, хитрый сделал Винченцо Монтелло. Обыграла Милан со счетом 1-2 на Сан-Сиро, между прочим. Ну и там были другие памятные результаты. Стадион Джованни Челесто, к сожалению, сейчас заброшен. А вот здесь мы, например, видим граффити, где фанаты требуют его срочно обновить. В сезоне 2005-2006 Мессина заняла 17 место в серии А и, ну и, соответственно, вылетела в серию Б. Но ее вернули обратно, потому что в тот сезон, если вы помните, был знаменитый Кальчаполи и дисквалификация туринского Ювентуса. Футбольный клуб Мессина был основан 1 декабря 1900 года. Итальянцам помог английский судовладелец Уолтер Беккер. Он стал во главу организационной структуры клуба и помог, скажем так, клуб построить. Тут же вспоминается пример Дженуа, которая тоже была основана англичанами. На самом деле немного жаль, что стадион Джованни Челесто забросили, например, что здесь не играет молодежка Мессины, потому что такие стадионы, которые спрятаны как бы внутри района, это очень классно, очень круто. Хотя я понимаю, что местным жителям, наверное, стало гораздо спокойнее. В сезоне 2006-2007 в серии А играли Палермо, они заняли 5-е место, попали в Кубок УЕФА. Катания заняли 13-е место, никуда не попали, но и не вылетели. Мессина заняла 20-е место, к сожалению, вылетела в серию Б. И, кстати, еще Реджина, которая вот недалеко в Калабрии находится. Это я вообще все к чему? Не так давно футбол на юге Италии был в самом топе. И, честно, мне очень хочется, чтобы он туда вернулся, потому что все эти команды и Сицилия и Калабрия этого действительно заслуживают. Но хватит об истории. Возвращаемся в 2023 год на матч Мессина Казертано. Стадион Сан-Филиппо самый большой на Сицилии. Он на 1722 места превосходит арену в Палермо, в столице региона. И я не удивлюсь, если вы такую небольшую разницу сделали, ну, скажем так, символически для того, чтобы занять первое место на острове. Но вот, конечно, с посещаемостью здесь, видите, да, какая проблема, какая беда. Я думаю, что на матчи ходит, ну, наверное, 5-6 тысяч максимум. Изначально стадион назывался Сан-Филиппо в честь района, где он находится. А в феврале 2016 года появилось дополнение Франко Скольо.
Франко Скольо мало поиграл в футбол, всего 4 сезона, зато потренировал он много, больше 15 разных команд, в том числе Мессину, Наполи и другие. Но больше всего он полюбил Геную. Как-то он один раз сказал: «Я умру, говоря о Генуе». И именно это произошло 3 октября 2005 года в прямом эфире одной телевизионной программы, которая проходила в том самом городе. Мессина и Казертано сыграли со счетом 1-1, ничью. Ну а я вам буду продолжать рассказывать про этот очень красивый город. Но самый главный минус стадиона Сан-Филиппо, конечно, его расположение. Потому что, чтобы с него уехать, ну, естественно, приехать, на автобусе можно добраться, но после этого и, соответственно, после матча вам будет нужно примерно 20 минут пройти сначала в горку на матч и с горки после матча. Как все думают, я завтракаю в Италии. Так завтракают мессинезе, то есть жители Мессины. Кофе, логично, булочка бриош и гранита. Что такое гранита? Гранита — это что-то между обычным мороженым и мороженым фруктовый лед. Я очень люблю граниту с кофе. Кофе с кофе. Ну да, такой оригинальный, извините. Как это едят? Ну, кофе понятно, как пьют. Булочку отламывают, макают вот в это вот действо. Ну, там размешивают и все такое. И все это едят вместе. Это нереально калорийно. Я не знаю, как они остаются худыми, завтракая практически каждый день вот так. Я реально не понимаю. Кстати говоря, то, что я делаю на ногах стоя, это тоже абсолютно нормально. Как вы видите, здесь есть такой барный маленький столик, и за ним не только пиво пьют или кофе, но за ним точно вот так же едят, как я сейчас это делаю, граниту и другие всякие вкусности Сицилии. Ну и последний факт про граниту. Гранита — это мессинское изобретение. Его придумали мессинезе. Но на самом деле я завтракаю точно так же, как я завтракал в Москве. Я готовлю омлет с ветчиной, ем овощи. Они здесь очень вкусные, они здесь очень свежие. Помидоры, огурцы, все стандартно. Вот. Ну и, конечно, я пью кофе. Это да. Тут у нас с итальянцами все совпадает, потому что кофе здесь супер вкусный и готовится он в моке. Сейчас вы увидите, что это такое. Вообще типичный итальянский завтрак — это вот такая чашечка кофе. Причем я не утрирую, они действительно пьют вот буквально вот этот шот кофе. Наверное, даже полкружечки вот этой супер крепкий, концентрированный, как ристретто. Ну, точнее, не как это есть ристретто. Вот, выкуривают сигарету, едят какую-нибудь корнетто, то бишь круассан, или граниту, которую я вам уже показывал, и так далее. Вот, но, конечно, на таких завтраках долго, откровенно говоря, не проедешь. Переходим к кофе. И итальянцы, и я предпочитаем дома пить кофе из моки. Это такой традиционный итальянский способ приготовления. Дизельная кофеварка, наливаешь воду, насыпаешь кофе, ставишь на огонь и готово. Очень вкусно, очень концентрированно и такой прям насыщенный получается вкус. Понятно, что кофе можно купить в обычном продуктовом магазине за невысокую стоимость, вот, а можно, конечно, иногда шикануть, образно говоря, вот, допустим, с орехом, очень вкусный, с шоколадом, ну, а мой фаворит — это кофе с ванилью, прям, ну, ультра классно, и даже можно сахар насыпать, потому что и так вкусно. Да, у меня максимально туристическая итальянская кружка
с футбольным мячом, надписью «Итали», «Колизеем» и всем остальным. Ну и самый прикол этого завтрака – это завтрак с видом на море. Go! Безусловно, это выглядит очень красиво. Завтрак с видом на море, с видом на Мессинский пролив. Это все здорово, классно, но, к сожалению, у этого места есть один большой минус. Здесь очень громко, потому что здесь перекресток, а сицилийцы без гудков ездить, к сожалению, не умеют. Ну и плюс они очень любят мопеды. Начинаем нашу прогулку с набережной. Отсюда открывается прекрасный вид на Калабрию. Мессина – это самый близкий город к материковой части Италии. Мессинский пролив примерно 5 километров в ширину, и до Калабрии можно добраться на пароме примерно за 20-25 минут, заплатив 2,5 евро. Город Мессина был основан в 757 году до нашей эры греками, тем самым став первой греческой колонией на острове Сицилия. Его протяженность составляет примерно 30 километров вдоль берега, а население примерно 230 тысяч жителей. Ну а первой нашей остановкой будет памятник русским морякам. — 28 декабря 1908 года в Мессинском проливе началось сильнейшее за всю историю Европы землетрясение. Магнитуда достигала 7,5 баллов. В Реджио Калабрии и Мессине погибли по разным оценкам от 100 до 200 тысяч человек. Недалеко от Сиракуз проводили учения 4 русских корабля. Получив сигнал бедствия, они сразу направились в Мессину, помогли разгрести завалы, спасти людей, найти ценности и вернуть их властям города, а также остановить мародеров, которые сбежали из тюрьмы. Руководил всем контр-адмирал Литвинов, не дождавшись приказа от императора Николая II, который после высоко оценил героизм наших соотечественников. Ну а итальянцы назвали наших моряков ангелами, пришедшими с моря. Круглый год в Мессину приплывают вот такие вот лайнеры, абсолютно огромные. Они размером примерно как 2 дома на набережной, которые здесь находятся. Приплывают они на самом деле даже не в Мессину, а в Таормину. Я рассказывал про Таормину в своем телеграм-канале. Это самый крутой, известный и дорогой курорт Сицилии. Мессина – третий город острова Сицилия после Палермо, столицы, и Катании, про который я вам уже много раз рассказывал. Но он очень сильно отличается, поскольку здесь гораздо меньше туристов, а здесь более размеренная жизнь. И это, знаете, такой город студентов. Университет Мессины принимает ежегодно более 1500 международных студентов из 70 разных стран.
за год, что мы здесь живем, заметили, что Мессину постоянно вкладываются в ее развитие. Например, сделали, наконец, выделенную дорожку для автобусов или сносят то, что уже давно было пора снести. Очень хорошо вкладываются в университет, о котором я уже упоминал. Очень много корпусов. И, например, общежитие строят на берегу моря. То есть студенты из разных стран будут приезжать и иметь возможность жить с видом на море. По-моему, это очень здорово. В Мессине есть два места, где проводятся все мероприятия. Это площадь Дома и площадь Кайроли. Как раз здесь мы сейчас находимся. И здесь сейчас в эти дни проходит Мессина Стрит Фест Фуд, который является ежегодным. Вечером здесь будет куча народа, много разной вкусной еды. Как и в любом городе Италии, в Мессине есть улица с большим количеством магазинов, где вы можете купить все, что вам нужно. Ну и, конечно, вот мне очень нравится, как здесь оформлена вот эта часть города и с трамвайными путями. Смотрите, как красиво смотрятся пальмы. Честно говоря, в такие моменты мне кажется, что все 230 тысяч населения города находятся вот здесь, на пьяцца Кайроли. Суть всего действия, всего этого фестиваля в том, что поесть всю эту еду, но для того, чтобы ее поесть, нужно сначала купить свои коины, да, тикеты, которые располагаются за мной, стоять в очередь, потом, соответственно, ходить и кушать. Честно говоря, это довольно забавно, потому что ты и так можешь все это здесь поесть, но вот очень мессинезы любят этот фестиваль, здесь куча всегда народа, и они готовы постоять в очереди, потратить время для того, чтобы здесь оказаться и все это поесть. Вы могли заметить много наклеек, которые я снял с надписью No Ponte. Что это значит? Это значит нет мосту. Примерно где-то вот там, плюс-минус, спроектирован мост между Калабрией и Сицилией. Но мессинезы, мягко говоря, не в восторге от этой идеи, потому что они называют следующие причины. Нет инфраструктуры ни на этой части моста будущего, да, потенциального, ни в Калабрии. Из-за этого они протестуют довольно активно, расклеивают различные плакаты, стикеры, проводят шествия, потому что считают, что мост ничем им не поможет. Для того, чтобы построить мост, нужно 13 миллиардов евро. Один регион в Италии не способен это сделать, поэтому это должно быть такое коллективное решение. Математика следующая. Мост построенный принесет именно Сицилии 6 миллиардов евро в год. И это не мои бредни или что-то в этом роде, это не я считал. И если, соответственно, его построить, то за 2, допустим, 3 года его можно окупить. Можно ли купаться в Мессине 15 октября, то есть сегодня? Да, можно. Вода здесь не супер теплая,
не летняя, но на самом деле именно здесь она супер теплой не бывает вообще никогда, потому что это Мессинский пролив, и, собственно, вода здесь проточная. И Мессина в частности, и Италия в целом, это страна и место, где вам нужно быть готовым, потому что много ходить по ступенькам вверх-вниз. Одна из причин, почему туринский Ювентус так популярен в Италии, это то, что он есть везде. Вот мы видим спортивную футбольную школу Ювентуса. Их в Мессине две. Одна находится в верхней части города, одна находится в нижней части города. Там площадка футбольная прямо на пляже. И еще одна спортивная школа футбольная у Милана. Ну, а здесь мы видим здание в виде трамплина. Это вовсе не трамплин, это универсальный спортивный комплекс. Тут играют волейбол и баскетбол. Ну и, конечно, я хочу его в свою копилку, я хочу его посетить. В любом городе Италии, Мессина не исключение, есть Дуомо. Он находится за моей спиной, очень красивый. И на этой площади проходят все мероприятия, самые важные для города. Например, на прошлый Новый год здесь выступала знаменитая итальянская группа Негромаро. Если вчера на Пьяцца Кайроле было много людей и была толпа, то вот на прошлый Новый год они приезжали. Здесь было, мне показалось, что здесь реально была вся Сицилия. Помимо мест, то есть служб, в этом красивом соборе проводятся часто органные и инструментальные концерты. Причем делается это абсолютно бесплатно. Одна из фишек Мессинского дома – это то, что в 12 часов ровно каждый день есть вот такое представление. Помимо того, что рычит лев и кукарекает петух, еще и красивая музыка играет, и собирается довольно много народа на это поглазеть и поснимать. Знакомая дорога до стадиона футбольного Мессины, но мы не идем второй раз на футбол. В этот раз мы идем на мой 59-й стадион в коллекции. Мы идем на волейбол, на котором я никогда в жизни вживую не был. Были ожидания, что здесь будет скучно и неинтересно, но оказалось, что и трибуны активные, и игра со стороны обеих команд довольно живая.
Allora, ragazzi, tutto pensano che la pizza migliore sia quella di Napoli, ma secondo me la pizza di Messina è altrettanto buona. Приезжайте и попробуйте. Это реально очень вкусно. Ну а я завершаю выпуск номер 7 канала «В погоне за стадио». Надеюсь, это было очень интересно, потому что было много. Никогда не забывайте, что выходные – это не время для того, чтобы сидеть дома. Чао!